Любовь и ненависть. Только эти два чувства способны менять мир. Менять людей и общество, менять политику и государство. Только эти два чувства обладают достаточной для этого энергией. Почему? Что это за энергия? Что в этих эмоциях есть такого? Почему мы так много говорим о них? Давайте сначала разберемся, о какой энергии вообще идет речь. И почему мы сравниваем эти эмоции. Это канал «Аппаратная психотерапия Аудиокатарсис» и я его ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже четверть века я работаю над математической моделью нервной системы. На этом канале я знакомлю вас с практическим применением этой модели. Как знание законов работы нервной системы поможет вам изменить свою жизнь по своему желанию, стать счастливым, энергичным, спокойным, уверенным в себе человеком. И любовь, и ненависть не существуют сами по себе. Это эмоции, возникающие при работе нашей нервной системы. Самые сильные эмоции. Значит, энергия этих эмоций – это энергия нервной системы. Энергия, на которой работает нервная система. Что это за энергия? По нашим нервам не текут ни любовь, ни ненависть, никакие другие эмоции. По нервным волокнам протекает только электрический ток. Только электрическая энергия. Все эти медиаторы, электролиты, гормоны, белки, жиры, углеводы – это только способ проведения электричества по нервным волокнам. По своей сути, нервная система – это электроприбор. Но в любом электроприборе должны быть встроены предохранители, чтобы он не сгорел. Должны быть индикаторы, измеряющие поток энергии в приборе. В живых организмах роль таких индикаторов, измеряющих количество электрических импульсов, поступающих в мозг, играют эмоции. Каждая эмоция показывает только то, сколько энергии поступает в наш мозг в данный конкретный момент времени. Чем больше электрической энергии поступает в наш мозг, тем больше процессов может происходить в нем одномоментно. Любовь и ненависть – это уровни огромного энергетического обмена. Но почему они так сильно различаются? Почему мы считаем любовь положительной эмоцией, а ненависть негативной? Ведь речь идет об энергии. Какая разница, как она получена? По крайней мере, для нашей нервной системы абсолютно без разницы. Главное, чтобы мозг работал с максимальной производительностью. И почему любовь улучшает мир, а ненависть его разрушает? Как и зачем это происходит? Что является причиной этих процессов? Электрический ток в нашем организме вырабатывают только рецепторы. Это своего рода микрогенераторы, превращающие в электрический импульс все виды окружающей их энергии. Но рецептор-генератор, чтобы сработал, он должен получить энергию. Возможно только два источника энергии – окружающий нас мир и изменение физико-химического состояния нашего организма. И эти источники энергии неравноценны. Энергию окружающей среды, солнца, земли, воды, воздуха мы просто черпаем. Но чтобы воспользоваться энергией изменения нашего организма, мы должны эти изменения создать. Чтобы воспользоваться аккумулятором, его нужно зарядить. Зарядить перед использованием и после использования. Таким образом, коэффициент полезного действия этого источника энергии много меньше, чем КПД энергии окружающей среды. Мало того, чтобы зарядить аккумулятор, мы должны взять энергию окружающей среды. И эта часть взятой энергии пойдет не на работу нашей нервной системы, а на создание изменений внутренней среды организма. Так создается и нарастает дефицит электроэнергии в нервной системе. Чем больше дефицит, тем больше аккумуляторов необходимо для работы нервной системы. Чем больше аккумуляторов мы используем, тем больше дефицит энергии. Это не просто замкнутый круг. Это постоянно нарастающий, как снежный ком, порочный патологический процесс. Это ведет к постепенному ухудшению нашего настроения и нашего здоровья. В результате этого процесса абсолютное большинство людей приходит к концу своей жизни с большим количеством болезней и низким уровнем эмоционального тона, низким уровнем энергетического обмена. Еще один момент. Увеличение импульсации рецепторов за счет изменения внутреннего состояния нашего организма мы воспринимаем как боль. В легком случае как физический дискомфорт. Эти два компонента и объясняют следующий феномен, знакомый каждому. Каждый раз, когда мы испытываем негативные эмоции, мы ощущаем физический дискомфорт, который затем обязательно переходит в дефицит энергии. Каждый из вас это ощущал неоднократно, даже если никогда не придавал этому значения. Испытывая негативные эмоции, вы чувствовали сердцебиение, чувство сдавления грудной клетки, чувство нехватки воздуха, тошноту, боль в мышцах и так далее и тому подобное. Индивидуально. Набор ощущений индивидуален, но обязателен. После же этого на вас всегда наваливалась усталость.
Сразу или несколько десятков минут спустя, но усталость, утомление, разбитость, выгорание – это обязательный результат проявленных негативных эмоций. Вернемся к самым сильным эмоциям, самым мощным уровнем энергетического обмена нервной системы – любовь и ненависть. Когда мы испытываем эти чувства, мы хотим испытывать их снова и снова, без остановки. Наш мозг, наша нервная система не хочет получать энергии меньше, чем она получала несколько минут назад. Поэтому влюбленный постоянно говорит о своем объекте любви. Вспоминает, представляет, грезит о нем. То же самое происходит и при ненависти. В это время человек себя постоянно накручивает, создает все новые и новые объекты для ненависти. Заканчивается это утомлением. После отдыха человек вновь старается ненавидеть. Эти чувства в данный конкретный момент не являются ни плохими, ни хорошими. Они показывают, что у человека более высокий уровень энергопотребления. Кстати, любовь тоже может сопровождаться усталостью. Это вызвано тем, что рефлекторные комплексы, которые мы называем своим опытом, своими знаниями, своими воспоминаниями, очень часто энергоснабжаются, в том числе и за счет боли. В этих случаях вы описываете свое состояние как бабочки в животе, там, сердце выскакивает из груди, дыхание перехватило и подобными фразами. Фразами, описывающими физический дискомфорт. Подробно эту тему я рассматриваю в роликах, посвященных любви. Ссылки на них я оставил в описании. Там же ссылки на видео, где я более подробно разбираю ненависть. Какой вывод мы можем сделать из сказанного? Чем больше электроэнергии поступает в нашу нервную систему за счет работы рецепторов, тем лучше и энергичнее мы себя чувствуем. Тем больше процессов происходит в нашем мозге, тем быстрее они проходят. И наша нервная система требует максимально возможное количество энергии. Ей безразлично, откуда эта энергия берется. Высшими уровнями энергообмена эмоционального индикатора являются любовь и ненависть. Поэтому этим эмоциям и посвящены большинство книг, песен и философских учений. Попытки заставить человека разлюбить или перестать ненавидеть обречены на неудачу. Наша нервная система не даст себя обесточить. Можно ли исправить ситуацию? Нужно ли? Можно ли это сделать? Заставить разлюбить. Необходимость в этом возникает только в том случае, когда влюбленный человек неадекватен. Я упомянул чуть раньше об этих ситуациях. Это те случаи, когда любовь приносит дискомфорт или боль. В этих случаях любовь переходит в гнев, ревность, тревогу, депрессию. Механизм я объяснил выше. И это перестает быть любовью в том понимании, которое я дал в начале ролика. Это уже не высший уровень энергообмена. И мы говорим, любовь ушла. С ненавистью происходит то же самое. Яркая ненависть, дающая вам силы, превращает вас за счет увеличения дефицита энергии в злопыхателя, хейтера, кляузника, доносчика. В конце концов, результат тот же – депрессия. Значит, целью вмешательства должно быть увеличение энергообмена в нервной системе. Все способы стимуляции рецепторов либо малоэффективны, либо вредны. Необходимо сделать так, чтобы энергию для работы нашей нервной системы поставляла только окружающая среда. Сделать так, чтобы альтернативная энергия боли стала не нужна. Если посмотреть на нервную систему как на систему электрическую, то становится ясно, что единственный способ – это уменьшить электрическое сопротивление цепи. По этому пути я пошел, создавая метод аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Этот физиотерапевтический метод изначально делался для восстановления оптимальной проводимости нервных путей за счет уменьшения их электрического сопротивления. Подробнее о методе и работе нервной системы вы можете узнать на сайте или прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки я для вас оставлю. Как проводится аппаратная психотерапия? Вы надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Продолжайте ненавидеть, испытывать дискомфорт. Достаточно быстро вы заметите, что ваши размышления вызывают у вас все меньше и меньше негативных эмоций. Они становятся безразличными. Продолжайте. После этого с каждым сеансом вы будете замечать, что эти мысли вызывают у вас все больше и больше положительных эмоций. До тех пор, пока вы не станете испытывать радость, счастье каждый раз, когда об этом подумаете. Это значит, что с этого момента данный рефлекторный комплекс, данный участок вашей памяти больше не энергоснабжается за счет боли. Ваше поведение становится адекватной ситуации. Гнев, ненависть, тревога, горе адекватными не бывают. Они вас сжигают. Вы можете сказать, что такое невозможно. Надел наушники и стал счастливым. Поэтому первые 5 суток после регистрации на сайте вы получаете бесплатно. За это время вы не успеете стать здоровым человеком.
Но этого времени достаточно, чтобы понять, что метод работает и он эффективен. Проводите сеансы аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Избавляйтесь от негативных эмоций. Возвращайте в свою жизнь энергичность, работоспособность, спокойствие, уверенность в себе. Наполняйте свою жизнь счастьем и любовью. Будьте здоровы и счастливы. Любите и будьте полны энергии. Живите на полную катушку.